Из Руана в Гавр ехали 9 руанских патриотов. Они ехали по своим делам. Ничто не может остановить торговлю, даже война. Господин Карель-Мадон, граф де Бревиль, господин Люазо, а это их жены, госпожа Люазо, графиня, госпожа Карель-Мадон. 2 святые девы из монастыря кармелиток и господин Корнуде, бакалавр естественных наук и убежденный демократ. Вглядитесь в их лица. Сколько скорби, какая печаль. Дело в том, что они выехали из Руана на рассвете, в торопях не успели позавтракать и не захватили с собой провизии. Святые девы шептали молитвы, и лишь господин Корнуде переносил голод молча, чтоб не уронить достоинства бакалавра и демократа. Да, ничто не может рассеять мрачные мысли этих господ, которым хочется есть. Но положение этой путешественницы кажется намного хуже. Проститутка в одном с нами дилижансе, да это просто скандал, невероятный скандал.
Так любовь законная демонстрировала презрение к своей незаконной сестре. Между тем, муки голода становились положительно нестерпимыми. Что это? Кажется, курица. Да-да, курица. И очень хорошая курица. У этой дряни завидный аппетит. Убить ее, вышвырнуть вон вместе с ее корзинкой. Первым нарушил молчание господин Луазо. Он был вознагражден за смелость. О, эти виноторговцы, они поразительно беззастенчивы. Только обе аристократические четы выдерживали характер до конца. И вдруг что такое?
этих дам, видавших виды, разумеется, не проведешь. Труден лишь первый шаг. Теперь Рубикон пройден, можно не церемониться. Десятером очистили корзинку без труда. 5-дневный запас был съеден за полчаса. Сытый желудок настраивал на благодушные мысли. Можно было даже на время забыть о профессии пышки. Никогда еще с ней не говорили так ласково такие важные господа. Ого, господин Луазо вспомнил, что он патриот. Проснувшись, человек хочет есть, поевший, он хочет спать. Только глубокой ночью добрались путешественники до первого ночлега. В этой гостинице некогда останавливались 2 Наполеона и 6 Людовиков. Теперь на ее пороге с наглостью завоевателя стоял прусский офицер.
Скажем прямо, пробуждение было не из приятных. Надо сохранить достоинство. При подобных встречах каждый является в некоторой степени представителем Родины. Однако эта девка чересчур смела. Можно презирать и ненавидеть врага, но не до такой же степени. Дано сие девице Елизавете Руссе, живущей из доходов от собственных занятий, официально разрешенных полицией города Руана. Господин офицер хорошо знал девиц, живущих на доходы от собственных занятий, разрешенных полицией. Итак, это проститутка. Что задумал этот прусский офицер? Мы узнаем это в свое время. А пока наши патриоты располагались в гостеприимной гостинице, где им предстояло провести ночь. Мужчины заговорили о делах, которые ждали их в Гавре. Скорее спать, а на рассвете снова в путь. Рассвет наступил в положенный час. Служанка, каких часто встречаешь в провинциальных гостиницах. Мирное утро, казалось, не таило никаких угроз. Вот завоеватель, который совсем не выглядит злодеем. Черт возьми, они думают не о войне, а совсем о других делах. Дряхлый дилижанс был вычищен, вымыт, но кучер и не собирался запрягать. А господин Лёзо торопился. Нужно было срочно продать партию вина.
Наши патриоты преисполнились негодования и отваги. Они намеревались потребовать у немецкого коменданта ответа за самоуправство. Что за наглость, черт возьми! Правда, у дверей произошла небольшая заминка, но граф проявил твердость духа, он постучал. Офицер не встал, не поздоровался, даже не взглянул на наших путешественников. Великолепный образчик хамства, свойственного завоевателю. Каприз офицера был совершенно непонятен. Что случилось? В чем дело? Невероятно. Как истый буржуа, виноторговец был благоразумен. Нельзя доводить протест до крайности, даже если тебе грозит потеря целой партии вина. Весь день они терялись в догадках, не понимали, в чем дело. К вечеру, однако, успокоились. В конце концов, не поехали сегодня, поедем завтра. А пока есть карты, есть приятное общество, пиво, вино. И невинные развлечения. Что там происходит?
Граф был находчив. Ах, лапки! Прелестно! Господин Люазо умел выбирать партнеров в любых обстоятельствах. У графини была тяжелая рука. А госпожа Люазо никогда не теряла времени даром. Потрясающий взрыв благородного негодования. О, они дадут этому прусаку достойный ответ. Между тем завоеватель просто скучал. То была поистине эффектная демонстрация искренних чувств. Все дышали гневом, все объединились для отпора, словно каждый из них должен был соучаствовать в жертве, которую требовали от пышки. Черт возьми,
До чего же тоскливо в этой проклятой стране. И наступило второе утро вынужденного плена. Скажем прямо, отрезвляющее утро. В самом деле, что будет с поставками? Что правда, то правда, подумал господин Люазо, но благоразумно промолчал. А жизнь гостиницы текла своим порядком. К 12 все спустились вниз. Все улыбались, но в улыбках чего-то не хватало. Как видите, на этот раз патриотическая стойкость Пышки была встречена гораздо холоднее. Что-то переменилось в воздухе. Но что? Чего хотели эти господа? С каждым часом атмосфера сгущалась. Что делать? Как убить время? Самые мрачные мысли приходили им в голову. Ничто не радовало.
Они думали об ускользающих поставках и торгах, и злое уныние охватывало их. Черт, это немыслимо. Сколько еще дней придется просидеть здесь из-за этой глупой девки и ее неуместного патриотизма? Этот патриотизм обойдется нам слишком дорого. Могла бы в конце концов сделать это втихомолку, не говоря ни слова. Когда-то и она в таких же сабо, в таком же чепче. Да и корона была очень похожа. Теперь они яростно упрекали друг друга в том, чем гордились вчера. И наступил третий день. Снова лица улыбались. Снова Пышка чувствовала ласку, любовь и расположение этих важных господ.
Может быть, помогут два голоса? Или 4? Наконец в дело вступила тяжелая артиллерия. Церковь. Святые девы трудились в поте лица своего. Они атаковали Пышку с двух сторон, как атакуют неприятельскую крепость. Бедная Пышка, она и не подозревала, что ее грешное ложе может стать благоуханным жертвенником угодным Богу. Пора идти на помощь. Каждый за себя и всех на одного. Господи, сколько их! Они упрашивали, уговаривали, умоляли, убеждали, угрожали и льстили, требовали и вымогали, заискивали и поносили. Они приводили сотни доводов, находили тысячу оправданий. На их стороне была история, философия, религия, коммерция, жизненный опыт и даже нравственность и общественный долг. Грубый альт госпожи Люазо, воркующий голосок госпожи Кареля Мадон, хриплый бас виноторговца, уветливый баритон графа, сладкий шепот святых дев. 9 голосов водопадом обрушились на Пышку со всех сторон. Последнее слово было предоставлено религии. Кажется, уговорили. Лишь бы не передумала.
Тихо, тихо, господа, не спугните ее. Терпение. Еще минуту терпения. Вошла. Она вошла. Каждый по-своему участвовал в этом радостном событии. Каждый по-своему. Да, каждый по-своему. Наутро прусский офицер дал разрешение продолжить путешествие. Ах, это она. Какая наглость, она еще смеет здороваться с нами. Комендант даже вышел проводить дилижанс.
Неужели никто не догадается поделиться с ней? Вот он тащится по дороге в Гавр, этот дилижанс, до краев набитый лицемерием, ханжеством, эгоизмом, жестокостью, самодовольным чванством и подлостью.
Так уезжали 9 руанских патриотов. Они ехали по своим делам из Руана в Гавр. Ничто не может остановить торговлю, даже война.